В викторианскую эпоху исследователи и авантюристы оставили свой след в истории. Обнаружение потерянных культур, скрытых храмов и скрытых городов было обычным делом. От Индианы Джонса до Алана Куотермейна все они существовали в свое время. Если вы любите читать о великих исследованиях и открытиях, вы, вероятно, знаете, что многие из них были сделаны британскими исследователями. Но знаете ли вы, что малоизвестному британскому исследователю приписывают открытие легендарного затерянного города в джунглях Суматры? Продолжайте читать, чтобы узнать больше. В конце 1800-х годов в джунглях Суматры пропал выдающийся британский исследователь. Речь идет об Альфреде Исааке Миддлтоне, загадочном имени, которое витает в различных интернет-сообществах, в том числе на Reddit какое-то время. Говорят, что Миддлтон исчез во время поисков руин древнего затерянного города, известного как Далиту. Британский исследователь Альфред Исаак Миддлтон объездил самые дальние уголки мира в поисках зоологических, ботанических и археологических чудес в конце XIX века. Несколько недавно обнаруженных фотографий помогают пролить свет на некоторые невероятные открытия, сделанные во время серии неизвестных тогда миссий в регионах Юго-Восточной Азии, Африки и тропических лесов Амазонки. Знак авторского права «Ежедневные тайны» – это было совсем другое время. Западные исследователи странствовали по миру в поисках новых мест и артефактов, а джунгли Суматры были в то время заманчивым местом. Даже сегодня многие части этих благодатных джунглей до конца не исследованы. Это древнее, это винтажное, а это странное, так что Смитсоновский должны быть вовлечены, история говорит. Согласно старинному отчету Smithsonian Magazine, у бывшего помощника Артура Конан Дойля, друга исследователя сэра Джона Морриса, была коллекция документов об Альфреде Исааке Миддлтоне, и один из них раскрыл невероятную историю исследователя. Помощнику Дойла была отправлена копия электронного письма из британского консульства, в котором упоминался утерянный тайник с документами и возможная экспедиция британского исследователя по имени Альфред Исаак Миддлтон. Как ни странно, этот человек является современником другой странной фигуры по имени Эдвард Аллен Оксфорд. Прочтите увлекательную историю Оксфорда здесь. Миддлтон был исследователем, который охотился за забытым городом под названием Далиту, который, по слухам, находился на пути к озеру под названием Лоп-Нур, по словам бывшего помощника Дойла. Лоп-Нур, бывшее соленое озеро, ныне в значительной степени высохшее, расположенное на восточной окраине Таримской котловины, между пустынями Такла-Макан и Кумтак в юго-восточной части Синьцзяна. Было высказано предположение, что Миддлтон потерял ориентацию и заблудился в густом лесу на пути к озеру Лоп-Нур. В электронном письме также упоминалось о сокровище, которое, как говорят, Миддлтон собрала и закопала в гробу. Альфред Исаак Миддлтон был известным британским путешественником, объехавшим с экспедициями все материки земного шара. Неутомимый исследователь и подвижник, он был одержим идеей раскрыть многие загадки нашего мира, в том числе и отыскать Атлантиду. Между прочим, говорят, что он был знаком с Артуром Конан Дойлом, а уж кто на кого повлиял, этого уже не узнать. В одном из путешествий Миддлтону в руки попала древняя карта с обозначенными на ней затерянными городами какой-то древней цивилизации. Разумеется, что упустить такой шанс он не мог. Последняя экспедиция под руководством неутомимого искателя приключений отправилась, предположительно, на остров Суматра. Но обратно он так и не вернулся. Остались только странные фотографии, а вот дальше начинаются сплошные загадки. Самая известная версия произошедшего гласит, что Альфред Миддлтон говорил о Суматре лишь для отвода глаз. На самом деле его экспедиция отправилась в центральную часть Австралии, и якобы там и были сделаны эти фото. Англичане нашли не просто затерянный город, а целый затерянный мир со своей флорой, фауной и даже иными законами физики. Однако вернуться обратно, в реальный мир начала XX века, удалось лишь одному из членов экспедиции. Именно благодаря ему и сохранились эти снимки. Что случилось с остальными участниками, никто не знает. Вся информация была тут же строго засекречена, а все свидетельства, в том числе и дневники экспедиции,
были надежно сокрыты где-то в архивах британских спецслужб. Вплоть до наших дней о затерянных городах и экспедиции Альфреда Миддлтона так ничего и не известно. Более того, официально отрицается даже факт существования самого путешественника с таким именем. Поэтому остается только догадываться о природе этих снимков. В викторианскую эпоху исследователи и авантюристы оставили свой след в истории. Обнаружение потерянных культур, скрытых храмов и скрытых городов было обычным делом. От Индианы Джонса до Алана Куотермейна. Все они существовали в свое время. Если вы любите читать о великих исследованиях и открытиях, вы, вероятно, знаете, что многие из них были сделаны британскими исследователями. Но знаете ли вы, что малоизвестному британскому исследователю приписывают открытие легендарного затерянного города в джунглях Суматры? Миддлтон был исследователем, который охотился за забытым городом под названием Далиту, который, по слухам, находился на пути к озеру под названием Лоп-Нур, по словам бывшего помощника Дойла. Лоп-Нур, бывшее соленое озеро, ныне в значительной степени высохшее, расположенное на восточной окраине Таримской котловины, между пустынями Такла-Макан и Кумтак в юго-восточной части Синьцзяна. Было высказано предположение, что Миддлтон потерял ориентацию и заблудился в густом лесу на пути к озеру Лоп-Нур. В электронном письме также упоминалось о сокровище, которое, как говорят, Миддлтон собрала и закопала в гробу. Очевидно, мы мало что знаем об аккаунте Миддлтон, кроме этих фотографий выше, которые уже некоторое время циркулируют в интернете. Да, некоторые из этих увлекательных изображений могут не иметь отношения к реальному событию, но история Альфреда Исаака Миддлтона и затерянного города Далиту может иметь реальное происхождение. Хотя никто точно не знал, где Миддлтон закопал все свои сокровища, человек по имени Джон Харгривс, как говорили, был заместителем командира миссии, и он повел другую группу людей в джунгли, чтобы найти сокровища. В конце концов, что стало с экспедицией Миддлтона, неизвестно. Многие основные историки предположили, что истории Альфреда Исаака Миддлтона были простой мистификацией, и что миссия Миддлтона по поиску Даулиту так и не состоялась. Но многие теоретики настолько убеждены, что экспедиция была реальной, но что Миддлтон пропал без вести и не вернулся. Действительно ли Альфред Миддлтон открыл затерянный во времени мифический город? Если да, то к чему таинственная цивилизация этот город принадлежал? А что на самом деле случилось с Миддлтоном? Действительно ли он заблудился в джунглях Суматры или специально так и не вернулся? К тому времени исследователь исколесил уже полмира. Побывал на всех континентах, отметился во всех хоть сколько-то интересных местах. Главной целью его жизни было отыскать хотя бы следы древней Атлантиды. В том, что она когда-то существовала. Путешественник был искренне убежден. Хороший знакомый Артура Конан Дойля, Альфред Миддлтон с маниакальным упорством хватался за любую возможность найти доказательства своей теории. И вот такая возможность ему представилась. В процессе подготовки экспедиции он много говорил о Суматре. Якобы ответы на вопросы о происхождении нашей цивилизации и о том, что случилось с предыдущими цивилизациями, находятся именно там. Впрочем, есть основания полагать, что исследователь таким образом хотел обмануть своих конкурентов и на самом деле отправился в центральную часть Австралии. На старых кадрах можно увидеть крайне необычных животных и птиц. Есть даже фото гуманоида, явно обладающего интеллектом. Снимки удивляют и пугают одновременно. Это позволяет думать, что Миддлтон все-таки наткнулся на остатки цивилизации древних атлантов. Многие исследователи загадок прошлого утверждают, что Атлантида была разрушена, в том числе и по причине вышедших из-под контроля экспериментов. Неконтролируемые мутации привели к коллапсу древней фауны, что стало началом конца цивилизации могучих атлантов. Судя по всему, экспедиция Альфреда Миддлтона обнаружила то, что от них осталось. Честно сказать, печальное зрелище. По-хорошему, эти уникальные снимки требовали немедленного и самого пристального изучения. Но они пропали на целых 120 лет. По крайней мере, широкая общественность о них ничего не знала. Наверняка они не были известны и большей части научного сообщества. Кадры всплыли в сети лишь совсем недавно. Неизвестный автор оцифровал их
и с небольшими пометками сделал достоянием общественности. Однако другой, более конкретной информации нет. Никто не знает, где конкретно были сделаны эти снимки. На последней фотографии художник XVIII века изобразил затерянный город Даулиту на основе местного суматранского фольклора. В книге «Потерянный гроб Даулиту», написанной в 1881 году, упоминается город Даулиту и карта Золотого города, найденная Альфредом Исааком Миддлтоном. Этот город спускался к озеру и имел золотую статую женщины, пришедшей с континента, который они называли Атлантида. Миддлтон послал группу людей обыскать город, и, как сообщается, один из мужчин нашел зарытый гроб, наполненный золотом. В отчете говорится, что согласно письму, найденному в церковных архивах, Миддлтон заблудился в джунглях и был взят в плен группой мужчин, которые хотели получить золото и статую. Миддлтон, по-видимому, умер в плену. В файлах также фигурирует имя Джона Харгривза, заместителя командира миссии. Этот человек повел другую группу людей в джунгли за сундуком. Но, как и в случае с Миддлтоном, неизвестно, что с ним случилось. Альфред Исаак Миддлтон провел большую часть своей жизни в поисках таинственного города, спрятанного в джунглях Суматры, известного как Далиту, и сундука с золотом, который находился в нем. Однако после его внезапного исчезновения тайна осталась нераскрытой, что с ним случилось, и особенно, смог ли он ее найти. Существует множество теорий о том, кем на самом деле был исследователь Альфред Исаак Миддлтон. Самая известная гипотеза состоит в том, что он был свирепым авантюристом, таинственным образом исчезнувшим в джунглях Суматры во время поисков затерянного города Даулиту. Альфред Исаак Миддлтон и его последние исследования, предполагаемые фотографии экспедиции Даулиту, предполагаемые фотографии экспедиции на Далиту. Предоставлено. Daily Mysteries в журнале Smithsonian есть отчет о Миддлтоне, написанный якобы бывшим волшебником по имени Артур Конан Дойль, который также был другом исследователя сэра Джона Морриса. У него была коллекция документов об Альфреде, и среди них была увлекательная история исследователя. Копии этих файлов были отправлены в британское консульство помощнику Дойла, который упомянул ряд документов, которые были утеряны, описывая экспедицию Миддлтона, современника Эдварда Аллена Оксфорда, возбуждая слухи о возможной связи. Альфред Исаак Миддлтон сосредоточился на поисках затерянного города Далиту, который, по слухам, находился на пути к озеру Лоп-Нор. Наиболее логичная гипотеза предполагает, что он потерял ориентацию и потерялся в этом районе. В файлах, отправленных в консульство, также упоминается сокровище, которое, как говорят, Миддлтон собрал и закопал в гробу. Однако об исследователе, предполагаемом затерянном городе или сокровище, известно мало или вообще ничего, кроме нескольких фотографий, которые также не могут быть подтверждены. Однако, несмотря на то, что фотографии не относятся к реальному событию, связанному с Миддлтон, его исследование действительно имеет определенные основания. Упоминание исследователя и его связь с другими легендами, предполагаемое фотосооружение в затерянном городе Даулиту, предполагаемое фотосооружение в затерянном городе Далиту. Предоставлено. Daily Mysteries в книге «Потерянный гроб Даулиту», написанный в 1881 году. Упоминается город Даулиту и карта Золотого города, найденная Альфредом Исааком Миддлтоном. Этот город спускался к озеру и имел золотую статую женщины, пришедшей с континента, который они называли Атлантида. Миддлтон послал группу людей обыскать город, и, как сообщается, один из мужчин нашел зарытый гроб, наполненный золотом. В отчете говорится, что согласно письму, найденному в церковных архивах, Миддлтон заблудился в джунглях и был взят в плен группой мужчин, которые хотели получить золото и статую. Миддлтон, по-видимому, умер в плену. В файлах также фигурирует имя Джона Харгривза, заместителя командира миссии. Этот человек повел другую группу людей в джунгли за сундуком. Но, как и в случае с Миддлтоном, неизвестно, что с ним случилось.